Всем привет! Это проект Weekly Top Fake. Здесь мы, команда журналистов и расследователей, рассказываем, как вас хотели обмануть в новостях. Начнем с легкой разминки вне рейтинга. России вновь угрожает идеология нацизма и танки «Леопард», заявил президент России Владимир Путин на торжественном концерте, посвященном 80-летию разгрома Красной армии немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками «Леопард». Жаль, Путин так и не пояснил, когда еще танки «Леопард» угрожали России, потому что впервые их начали поставлять войскам Бундесвера для испытаний в 1963 году, а их серийное производство началось только через 2 года. Ну а теперь к серьезным новостям. 5-е место. Зимбабве – лидер по запасам лития в мире, заявил руководитель телеканала ОНТ Марат Марков на Беларусь-1, объясняя, зачем Лукашенко недавно ездил туда с официальным визитом. Понятно, что там литий. 1-е место в мире по запасам и по экспорту. То есть то, без чего сейчас в принципе экономика ни одной страны не способна существовать и функционировать. Литий и правда очень важен. Например, в автомобильной промышленности для производства аккумуляторов для электротранспорта. И местные СМИ Зимбабве писали, что кроме поставки тракторов и комбайнов, Лукашенко действительно интересовал литий, который растет в цене. Только Марат Марков сильно преувеличивает долю Зимбабве в мировых запасах лития. Взгляните на отчет, который выпустило Геологическое управление США в январе 2023 года. Согласно ему, на первых местах по добыче лития в мире находятся Австралия, Чили и Китай. Зимбабве примерно на 6-м месте. Но разведка лития ведется дальше, и на данный момент его в мире больше всего обнаружено в Боливии, Аргентине и США. А Зимбабве во 2-м десятке по его запасам. Сам фейк возник на фоне разговоров, что Лукашенко ездил договариваться о литии в интересах России, в которой из-за западных санкций под угрозой оказалось производство литионных батарей. Так ли это, нам неизвестно. Но в самой России запасы лития больше, чем в Зимбабве. Правда, ее месторождения пока не разработаны. Так что за преувеличение важности Зимбабве, одной из немногих стран вне СНГ, куда Александра Лукашенко пригласили в последние годы, Марков занимает 5-е место фейк-чарта. Место номер 4. Латвийский пенсионер платит по 1400 евро за коммуналку и все равно мерзнет в своей квартире. Переживает за соседей телеграм-канал «Желтые сливы». Если кто не знает, этот мужик в очках в прошлом известный политик Вилис Криштапанс. В 90-е был премьер-министром Латвии, правда, недолго. А так, сменил множество государственных постов. Сегодня он сидит на пенсии, и сидеть ему не нравится. Потому что в квартире температура воздуха 12 градусов. Но на то, что дубак, энергетической компании плевать. Счет за декабрь пришел солидный – 1400 евро. История выглядит очень грустной и несправедливой. Только правды в ней оказалось мало. На видео действительно бывший премьер-министр Латвии. Только его сложно назвать обычным пенсионером. Он и сейчас депутат Сейма Латвии. Один из лидеров партии «Латвия на первом месте». А по совместительству еще и бизнесмен. Он владеет долями в 2 компаниях. И еще в 3 бизнесах входит в состав правления. Живет не в квартире, а в доме площадью более 1500 квадратных метров, которые, кстати, уже несколько лет безуспешно пытается продать сперва за $5 миллионов, а теперь за 3 миллиона. И в своих интервью сетовал, что богатых людей, способных купить такой дом, в Латвии не осталось. Цитируем его дословно. «Чтобы жить в таком доме, надо иметь бизнес на $1 миллион». Так что, похоже, он далеко не бедный человек. В комментариях под видео в ТикТоке, где он жалуется на цены и температуру, депутата спросили, какая площадь его дома. И он ответил 1524 метра квадратных. Так что речь точно идет не о коммуналке за квартиру, как пишут сливы, а именно за этот большущий дом. Кстати, тема высоких коммунальных платежей на Западе и без того одна из самых любимых в белорусских СМИ. А эта история, случайно или нет, возникла накануне оплаты январских жировок, как раз после повышения тарифов на газ и электроэнергию
энергию в начале этого года. Теперь квартплата за типовую двухкомнатную квартиру для белорусов подорожает в среднем на 10 рублей. Ну а за попытку напугать тем, что латвийские пенсионеры замерзают в своих неотапливаемых квартирах, ЖС Премиум получает 4-е место у Weekly Top Fake. Подобрались к бронзе. Пока Беларусь и Россия помогают Турции справиться с последствиями землетрясения, Евросоюз молчит. Этому возмутились на YouTube-канале информагентства «Минск Новости» политолог Вадим Елфимов и айтишник Илья Бегун. Вот заметьте, наши лидеры государств первыми обратились. То есть еще днем была новость о том, что Путин созвонился и с сирийской, и с турецкой стороной, предложил помощь, те согласились. В свою очередь Беларусь чуть позже отреагировала тоже сегодня. Наш президент прилетел только с очень важного визита. При этом европейцы же заявили, что к ним никто не обращался. Нет, поэтому мы молчим. А самим обратиться и предложить помощь нет. Они это в чисто европейском западном стиле, так скажем. Поэтому иногда бывает стыдно, что мы европейцы, скажем честно. В общем, надежды только на Беларусь и Россию. Больше не на кого. На самом деле, реальность за пределами студии «Минск Новости» немного другая. Этот эфир вышел в день землетрясения в Турции и Сирии, в понедельник, 6 февраля. Тогда, к 2 часам дня по минскому времени, президент Турции Реджеп Эрдоган уже заявил, что ему поступило предложение о помощи от 45 стран, а также НАТО и Европейского Союза. По сообщениям прессы, одними из первых в Турцию прибыли спасатели из Японии, Германии и Израиля. Белорусские спасатели вылетели туда только утром 8 февраля. Вторая группа 9 февраля. Всего 64 человека. На этот момент там уже работали поисково-спасательные отряды из многих стран. Самые многочисленные из Азербайджана, более 700 человек, а также из Франции, Индии и Израиля. Что касается европейцев, то страны ЕС отправили туда 1650 спасателей и больше 100 поисковых собак. А на нужды пострадавших в Турции и Сирии выделят 6,5 миллионов евро. В общем, за фейк о том, что европейцы не помогают пострадавшим странам, Вадим Елфимов и Илья Бегун занимают 3-е место рейтинга неправды. Второе место. И снова о Турции. Президент Украины Владимир Зеленский выпрашивает деньги у Турции даже во время трагедии. В подтверждение этого государственное Могилевское информагентство в своем телеграм-канале выложило якобы твит украинского президента. Зеленский даже во время трагедии в Турции не теряется, а выражая соболезнования, выпрашивает деньги. «Мои соболезнования всему турецкому народу», пишет он. Уверен, что они смогут все преодолеть и поставки помощи для Украины не приостановят. На самом деле этот твит – подделка. Настоящий твит Зеленского имел другое содержание. В нем он высказал соболезнования турецкому народу и предложил свою помощь для преодоления катастрофы. И ни слова про деньги. Более того, Украина реально направила свой поисково-спасательный отряд в Турцию. 90 человек-спасателей помогают разбирать там завалы и доставать людей. И, кстати, это даже больше, чем направила мирная Беларусь, упрекающая Зеленского и Евросоюз в бессердечности. В общем, за попытку использовать человеческую трагедию в политических целях Могилевские новости оказываются на 2-м месте фейк-чарта. А если вы хотите поддержать нашу работу, присоединяйтесь к нам на Patreon или другими способами доната. Ищите все ссылки в описании под видео. И, наконец, золото нашего рейтинга. Беларусь – самая хоккей-ориентированная страна. У нас заниматься им можно совершенно бесплатно, тогда как в других странах это дорогой вид спорта. Такие убеждения принадлежат сенатору и тренеру хоккейной команды Александра Лукашенко Дмитрию Баскову, о чем он поделился на Беларусь-1. Я жил и в Америке, и играл в Канаде, и объехал пол Европы, и видел, как трудно вообще воспитать ребенка в хоккее, потому что хоккей очень дорогой вид спорта. На примере одного из игроков, который был у нас в Минском «Динамо», Иван Лодня, отец рассказывал, что каждый год он тратил порядка 50, а то и больше тысяч долларов на обеспечение, на оплату льда, на экипировку, на турниры, на оплату тренера. Все то, что в нашей стране дается абсолютно бесплатно. Нет, не бесплатно. Причем это не мы утверждаем. Об этом само писало государственное информагентство «Белта» еще в 2021 году. В статье «Сколько стоит вырастить сына хоккеиста? Родители делятся опытом» написано, что на это нужно не менее 7 тысяч белорусских рублей в год или 2500
2000 долларов. Бесплатно у нас в стране предоставляются только занятия в государственный сдюшор, а экипировка уже за свой счет. Около 1000 рублей для обычного игрока и на 40-50% дороже для вратаря. Те же цены в интервью Белты называют и родители. Плюс 400 рублей в месяц стоит дополнительные занятия с тренером, без которых ребенок не научится ездить. По 260 рублей надо заплатить за участие в соревнованиях, а они проводятся 1-2 раза в месяц. И дополнительно летние тренировочные лагеря от 300 до 1000 долларов. Вот так сумма и набегает. Так что бесплатность и доступность хоккея в Беларуси Басковым сильно преувеличена. А заговорил он об этом, когда сборную Беларуси не допускают к участию в серьезных международных чемпионатах из-за санкций. Но это не так важно, потому что белорусская команда, достигнув пикового результата 4-е место на Олимпиаде 20 лет назад, после этого с 2010 года ни разу не смогла выиграть даже путевку на Олимпиаду. Поэтому золото этой недели достается Баскову за попытку таким вот образом скрыть деградацию белорусского хоккея. Это были все фейки, о которых мы хотели вам рассказать. Подписчики Patreon могут перейти по ссылке под видео и продолжить смотреть фейки, которые не вошли в наш фейк-чарт. А если вы хотите и можете поддержать нашу работу, то есть еще функция «Супер спасибо» на YouTube. Спасибо всем, кто ставит лайки и делится этим видео. Вы помогаете увидеть правду еще большему количеству людей. И, друзья, если вы заметили подозрительную новость, присылайте ее нам. Мы проверим на правдивость. А я, Алена Чернявская, прощаюсь с вами. До следующей недели.